Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку безе на желтках. И потом из него я буду собирать просто бомбически вкусное печенье воздушная карамель. Выпечка не похожа абсолютно на другие вкусы. Необыкновенно нежная получается, воздушная, с очень нежным сливочным вкусом. Покажу здесь правильные пропорции, чтобы у вас этот десерт сразу получился с первого раза. Расскажу все нюансы, на которые следует обратить внимание. Десерт этот готовится из самых простых и доступных продуктов. Получается необыкновенно просто вкусное изделие. И сейчас я показываю порцию именно на один стандартный противень, чтобы сразу нам его можно было выпекать. Итак, для порции на один противень я разделяю сейчас 3 крупных яйца на желтки и белки. Белки нам в этом рецепте не понадобятся, только желтки. Общий вес желтков будет 55 грамм. Здесь у меня совсем небольшая щепотка соли. Она просто распространилась здесь по дну мисочки. Кажется, что ее много. Добавляю туда хорошую такую столовую ложку воды. Перемешиваю воду с солью. Вода обычно из-под крана. Добавляю туда также к этой воде 8 грамм ванильного сахара. Перемешиваю все это до однородности. Вот на этом этапе обязательно нужно перемешать и соль, и сахар с водой. Они потом практически не растворятся в желтках, если их не перемешивать, и они будут крупинками чувствоваться в изделии. Воду к желткам добавляем обязательно, потому что без воды желтки будут гораздо тяжелее и будут взбиваться дольше. Сейчас я взбиваю ровно 5 минут. Именно вот в этой миске, либо же в мерной кружке можете взбивать. Вот такая пышная уже, побелевшая хорошо масса получается. Добавляю сейчас к этой массе в 2 приема 110 грамм сахарной пудры. Сахарная пудра перед добавлением в массу должна быть обязательно просеяна. Здесь каждый лишний комочек очень нежелателен, потому что это желтки. Очень плохо все в них расходится. И взбиваю сейчас следующие 5 минут. После 5 минут взбивания я добавляю туда 1 десертную ложку лимонного сока и взбиваю еще 5 минут. Вот в процессе этих последних 5 минут взбивания я сейчас обязательно соберу все со стеночек вот этой посуды. Здесь я взяла другой миксер, потому что мой тот миксер, которым я обычно взбиваю и которым я начала взбивать, не настолько активный, как вот этот, хотя и тот, и этот миксер 300 ватт. Потому что желтки, они гораздо тяжелее, чем белки. Здесь обязательно берем узкую посуду, то есть мерную кружку, мерный стакан очень хорошо подойдут. Итак, в общей сложности я все это взбивала 15 минут. 5 минут до введения сахарной пудры. После введения сахарной пудры еще 5 минут. Потом вводим лимонный сок. И после введения лимонного сока еще 5 минут. То есть в общей сложности 15 минут. Меньше здесь взбивать нельзя. Вот на данном этапе в массу вы можете добавить абсолютно любой ароматизатор. То есть несколько капель ароматизатора рома, ванили и так далее. Перекладываю сейчас все это в кондитерский мешок. Масса не будет держать форму. Здесь не нужно ждать от нее рельефности, как от обычной безейной массы на белках. Здесь мы не делаем это для вида, мы делаем это печенье для вкуса, можно так сказать. То есть вкус у него очень необычный, изысканный, я бы сказала, вкус у этого печенья. И заметьте, до конца со стеночек с этой посуды я все не собираю, потому что желток – это такая масса липкая, что на стеночках обязательно остается не размешанный, не взбитый желток. И он будет очень некрасиво вкраплениями смотреться в изделии. Здесь я срезала у кондитерского мешка буквально 5 мм. Много не срезайте. Уголочек такой совсем маленький срезаем. И на силиконизированный пергамент, здесь у меня стандартный противень 42 на 32 сантиметра, я отсаживаю такие капельки на расстоянии друг от друга, потому что чем ближе вы будете их отсаживать друг к другу, тем более вероятность того, что они у вас начнут слипаться. Вот это безе, назовем его так, оно слегка поднимется в духовке, оно слегка раздастся в стороны, поэтому имейте это в виду и отсаживайте лучше всего в шахматном порядке. Если у вас нет кондитерского мешка, лучше возьмите тогда мешок для заморозки продуктов, срежьте у него небольшой совсем уголок и отсаживайте массу из этого мешка. Ложками я отсаживать эту массу не советую, потому что из ложки так хорошо не получится, и у вас могут быть очень крупные вот эти вот
капельки. То есть здесь нужно мало массы, чтобы все у вас идеально пропеклось. Выпекать я эту массу буду сейчас при температуре 150 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке на режиме верх-низ без конвекции. Из 5 уровней в моей духовке я буду выпекать на 2-м уровне снизу. И выпекать я буду в моей духовке 18 минут. Смотрите все по вашей духовке. Возможно, от 14 до 20 минут вам понадобится в вашей духовке. Здесь время очень индивидуальное. Когда пройдет 15 минут выпекания, это вот в моей духовке я так сужу, я начинаю открывать уже духовку, брать вот эти вот безешки, назовем их так, с противня и закрываю опять духовку и даю этой безешке буквально пару секунд остыть полностью и смотрю, какая она уже по структуре. Если она уже хрупкая и внутри не вязкая у нее консистенция, можно безе уже, назовем его так, изделия эти вытаскивать из духовки. Если же у вас после полного остывания этой безешки, так как они в духовке все будут еще мягкие, как бы они у вас сильно не поджарились, если она у вас, эта консистенция мягкая, даже после полного остывания, вам нужно еще давать минуту постоять в духовке, потом следующее также безе вынимать и смотреть, как оно у вас будет уже по консистенции после полного остывания. И вот таким только опытным путем вы сможете понять, насколько оно у вас пропеклось. Поэтому я здесь буду также брать из этого противня и также буду смотреть каждую безешку. Вот в моей духовке на данный момент с данным количеством яиц мне понадобилось 18 минут. То есть все очень индивидуально здесь. Вот столько всего массы у меня осталось в кондитерском мешке. Убираю сейчас выпекаться. То есть первые 15 минут я духовку вообще не открывала. А потом я буду смотреть по одной безешке. Здесь вот боковые эти безешки я отсаживала слишком близко друг к другу, поэтому они у меня слиплись. Вот столько массы у меня осталось в кондитерском мешке. Убираю сейчас выпекаться. Итак, у меня прошло 18 минут, изделия мои испеклись. Некоторые у меня здесь не достают, потому что я их брала для опыта на разлом и смотрела их. Вот так вот оно прекрасно должно быть на разломе. То есть это безе, назовем его опять же так. Кто-то его называет ложное безе. Оно должно быть полностью хрустящее и высохшее. За эти 18 минут это в моей духовке. То есть оно должно стучать, оно не должно никакую жидкость внутри иметь. Поэтому делайте вот такие небольшие совсем капельки, чтобы они у вас сразу пропеклись. Потому что для этого изделия, для последующего этого печенья, это очень важно. Нежнейший карамельный вкус будет. И сейчас я приготовлю крем для начинки. Здесь у меня 50 грамм размягченного сливочного масла. Повзбивала примерно минуту. Добавляю туда 50 грамм вареной сгущенки. Взбиваю также где-то минуту. Получается вот такой прекрасный крем у нас на вареной сгущенке. Все его знают. Добавляю туда обязательно несколько капель ромового ароматизатора. Это по желанию, но я добавляю, потому что вкус будет просто бомбический. Именно с ароматом рома. И прекращаю уже взбивание. Повзбивала буквально 15 секунд до объединения. Прекрасный воздушный крем у нас получается. Просто здесь масса очень маленькая, поэтому неудобно здесь не снимать, не взбивать это. Я надеюсь, что это понятно. И сейчас, как при сборке пирожных макарон, я ищу 2 такие наиболее похожие половинки, наполняю их кремом и собираю печенье. Это делается все очень просто и быстро. Крема здесь у меня слегка немножко останется, но это будет зависеть от того, насколько вы захотите здесь отсадить начинки. На самом деле, вот на один противень это идеальное количество начинки здесь. Вот 100 грамм крема. Это печенье можно прекрасно хранить в герметичном контейнере в холодильнике. Если вы хотите, чтобы оно у вас было хрустящим при подаче, вам нужно тогда в герметичном контейнере, так же как мы храним обычные безе на белках, хранить просто в темном сухом месте. И потом уже непосредственно перед подачей его начинять. Если вы хотите, чтобы оно было немножко таким помягче и более вязким внутри, тогда можно смело его начинять, поставить его на пропитку в холодильник, также в герметичном контейнере. И тогда оно будет слегка похрустывать и более такую вязкую консистенцию будет иметь. Я не знаю, как это объяснить, но необыкновенно просто вкусное, что хрустящее, что с этой вязкой консистенцией получается это печенье. Не похожее ни на какое другое печенье. Печенье здесь небольшое по размеру, буквально на один укус. Этот размер просто идеален и для выпечки, и для послевкусия. Сейчас я разрезаю при вас печеньку.
Печенье очень воздушное, карамельно-сливочное на вкус, необыкновенно просто легкое и изысканное на вкус получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.